Добрый день! С вами снова Лидия, канал «Женские руки в деревне». За окном весна, хочется солнца, ярких красок и витаминов. Скоро праздник, и сегодня я покажу вам свои пасхальные подарки. Первое яйцо я делаю из мандариновой кожуры. Можно использовать и апельсиновую. Так как у мандаринок тонкая кожица, я сложила ее вдвое, вырезала цветочки плунжером и положила на ночь сушить. Надула воздушный шарик, выбирая по размеру, приклеиваю цветы на ПВА друг к другу и на шар. Когда игрушка просохла, с помощью горячего клея закрепляю мелкими цветочками первый слой и удаляю шарик. Яйцо получается яркое, воздушное, с дырочками и легким запахом цитрусовых. Вспомнила яйца Фаберже. Специально нашла в интернете фотографии, и мне захотелось пофантазировать по мотивам этих украшений. Следующее яйцо тоже из цветочков, только их я сделала из холодного фарфора и покрасила краской из баллончика, наклеила на заготовку и украсила стразами. Основу для декора я делаю из чистой скорлупы куриного яйца и поочередно наливаю воду и засыпаю шпатлевку. Яйцо при этом поворачиваю. Так оно укрепляется изнутри, а снаружи я покрываю его краской, предварительно обезжирив поверхность жидкостью для снятия лака. Следующее яйцо ландыши. Заготовку покрасила розовой глянцевой акриловой краской. Скрепила листочки из холодного фарфора, покрасила несколькими оттенками зеленой краски, отрезала полоски бусин на нитке, нитку также покрасила зеленой краской и приклеила на клей момент монтаж. Сделала подставку под яйцо из деревянной заготовки, покрашенной белой акриловой краской, и нанесла позолоту по краям. Ссылку на магазин оставлю в описании. Для следующего декора я использую гречку. Разметила карандашом сектора и шприцом нанесла клей момент монтаж. Лучше взять прозрачный. Получается очень быстро. Кисточку обмакиваю в клей ПВА, разбавленный с водой, затем подцепляю крупинку, переношу на место и прижимаю пальцем. Излишки клея момент убираю. Покрасила яйцо синей глянцевой краской, а крупу золотой. Лучше сначала красить яйцо, а потом приклеивать гречку, но у меня получилось так. Украшаю цветочками из мандариновой кожуры и холодного фарфора со стразами. Следующее яйцо из пенопласта я покрыла гречневой крупой, приклеенной на клей ПВА. Просушила и покрыла лаком, чтобы крупа крепче держалась. А сверху прошлась сухой кистью с золотой акриловой краской. Даже не думала, что будет так красиво. А это яйцо я покрыла сеткой с имитацией страз. Вырезала прямоугольник по размеру, сделала надрезы с двух краев, убрала лишние стразы и приклеила горячим клеем, а сверху любимые цветочки. Последнее яйцо я покрыла полугорошинами. Покрасила акриловой краской, затем нанесла водный раствор черной краски и тут же вытерла. Получился вид состаренного золота. Конечно же, мне очень интересно ваше мнение, какая из поделок понравилась больше. Благодарю вас за просмотр и от всей души желаю крепкого здоровья. Пока-пока.